Всем привет! Итак, вторая часть туториала. Так, что мы имеем на данный момент. То есть мы имеем с первой части буллет симуляция некой низкополигональной машины. И теперь давайте займемся деформациями корпуса и разбиваниями стекла. Очевидно, для этого мы будем делать еще одну некую симуляцию и ну, для деформации корпуса будет еще одна симуляция. Эта симуляция будет использовать Shape Collision физику. Вот я нарисовал некую картинку. Мы имеем, собственно, наше тело и колеса машины. Написано, что они являются активными для буллета, ну, естественно, не симуляция. Но для следующей симуляции они нейтрон объекты. Мы имеем некий вот зеленый, это корпус машины, это некий меш. И в каждом вертексе этого меша будет создана партиклы, деформирующие партиклы оператором vertex to particle. Вот, ну вот здесь написано, что это корпус vertex to particle hull, корпус машины. И, собственно, эти как бы деформирующие партиклы, они используются для... Они не используются в буллете вообще никак, он их не видит. И они активны для Shape Collision. Вот, ну, здесь там понятно, что это как некая нода для коллизии. Там Floor Node, она для буллета и для Shape Collision одинаково. И что происходит, когда, как бы, например, вот мы видим здесь машина врезается в препятствие. Как бы, ну, то есть вот эти вот кубики, они здесь вот написано, что они приотачены к вот этой вот, ну, как к основному телу машины с помощью P-Attach. И они вроде как бы двигаются вслед за машиной, но как бы кубики сталкиваются, вот эти вот deforming particle, они сталкиваются с препятствиями, они как бы не могут проникнуть внутрь. И, соответственно, внутрь как бы вот этого тела машины они тоже не могут залезть, потому что это нейтрон объект. И, соответственно, вот это расстояние, ну вот здесь вот нарисовано, что, собственно, это есть максимально дозволенная деформация. Собственно, вот этот зазор, это, ну, как бы толщиной этого зазора вы регулируете, насколько машина может промяться. Ну, надеюсь, понятно все объяснил. Давайте приступим. Давайте создадим еще одну группу партиклов. Назовем это Cardioform. Создадим следующий сет. И в нем начнем, собственно, с vertex to particle. Это, по-моему, в генераторах. Вот vertex to particle. У меня на слое CarBody vertex to particle у меня есть некий кузов. Это немного низкополигональная версия кузова, ну, более низкополигональная. То есть, если вот сравнить их, не знаю, насколько это хорошо видно, но, ну, видно, что в низкополигональной версии, как бы, ну, вертексов, ну, полигонов гораздо меньше. То есть я сделал там сначала weld с определенным порогом, потом чуть-чуть подчистил, ну, то есть чтобы как можно больше облегчить. То есть, потому что чем больше будет вертексов, тем больше будет этих деформирующих партиклов, тем медленнее все будет работать. Ну, собственно, вот, давайте pick object.
Пусть будет это cardioform. И давайте всему этому делу присвоим какой-то... Ну вот мы видим, что создались... Давайте им зададим цвет. Так. Ага. Забыл указать тиксы. Да, вот они создались. Давайте спрячем пока наш меш. Как-нибудь немножечко реорганизуем рабочее пространство, я не знаю. Ну, давайте зададим им shape. Давайте скажем... Ну, понятно, что нам нужно какой-то shape для коллизии, для физического движка. Ну, давайте, я люблю все держать в порядке. Давайте будем сначала указывать имя группы, потом что мы делаем. Давайте группу cardioform, shape, ну какой-нибудь стандартный shape. Ну пусть он будет при рождении задаваться. Ну так, не тот condition. Condition particle age. И пусть это будет некий куб. Давайте зададим ему size. Так. Ну, как бы alignment меня сейчас мало интересует. Какой неприятный цвет. Не стало сильно лучше, потому что они зеленые. Ну ладно. Давайте их приоттачим. Приоттачим, собственно, мы их к телу. Ну, соответственно, мы будем использовать PPS-AB. Мы будем брать наши эти партиклы, искать, к чему их приоттачить. Это, собственно, тело машины. И так, динамик, p-attach. Particle from, particle to. Работать это должно всегда. Искать, ну как-то так. Давайте посмотрим, что происходит. Ну, как мы видим, происходят какие-то жуткие вещи. Очевидно, мы перепутали, что к чему оттачить. Соответственно, вот так. Да. Мы видим, что они следуют. Все классно. Ну, соответственно, если сейчас расходить... Ага, мы забыли указать одну важную вещь. Мы забыли операторы сказать track particle to vertex. Вот. И мы видим, что сейчас наш меш, он следует за партиклами. Замечательно. Ну, теперь давайте попробуем задать коллизии. Собственно, создадим shape collision.
shape collision. Это у нас будет floor. Ну, как бы, соответственно, здесь есть, давайте посмотрим на свойства, как бы, CarBody. То есть есть здесь свиток для Bullet физика, а есть свиток для Shape Collision. И для Shape Collision он, как я и говорил, должен быть нейтрон объектом. Вот. И, собственно, давайте группа CarDeform, а дефлектор будет CarLowBody. И, соответственно, посмотрим, что происходит. Ну, все как-то резко затормозилось. Во-первых, давайте... Ну, вот если у Shape Collision показать Show Voxels, я не знаю, насколько это видно, потому что партиклы стали очень маленькие, но мы видим, что он представляет эти кубики неким, как бы, массивом вокселей. Вот. Но я понимаю, что кубики лучше для физического движка представлять как кубики. Вот, поэтому у этой группы, соответственно, voxel grid лучше поставить 0. Что это значит? Давайте откроем help и посмотрим. То есть здесь написано, что если voxel grid 0, то true box collision происходит. Соответственно, это быстрее обсчитывается, чем любой воксельный грид, поэтому если вы точно уверены, что у вас shape это кубик, то лучше ставить этот voxel grid в 0. Ну, давайте посмотрим. Так. Что происходит сейчас. Я просто смотрел прежний урок, увидел, что там титры закрывают значительную часть экрана. Ну, вроде как он стукнулся, но ничего не произошло. Почему это происходит? Как я и говорил, p-attach должен быть in relative mode. Absolute он запоминает сдвиг партикла и всегда его выпрямляет. Грубо говоря, если он даже промялся, то в следующем степе он его выпрямит. Поэтому мы забыли переключить в relative режим. Так, p-attach. Давайте попробуем заново промотать. Давайте я просто ближе поставлю к земле, чтобы она быстрее падала. И посмотрим. Но похоже, что чудо не происходит. Партиклы проникают внутрь. Возможно, тут происходит несколько вещей. Ну, нам не хватает резолюшн на этой floor node.
resolution floor задается вот здесь, 3 это очень мало. То есть посмотрите, какой объект здоровый. Вот. Поэтому давайте resolution поставим, я не знаю, там 60. И чуть-чуть увеличим размер кубиков наших. И сделаем заново. И посмотрим, что происходит. Ага. Но мы видим, собственно, я не знаю, насколько это хорошо видно. Мы видим, что происходит некая деформация. Давайте просто выключим отображение у этих партиклов. И мы увидим, что как бы машина немножечко промялась. Случайно щелкнул на самый конец, он задумался. Но мы видим, собственно, нашу деформацию. Но тут есть один момент, о котором я бы хотел поговорить. Мы видим, что почему-то как бы наша машина смещается относительно, то есть наш этот vertex to particle объект, он смещается относительно, ну вот мы видим, что здесь почему-то вылезло. То есть вот, хотя в начале этого не происходит. Если посмотреть как бы начальный момент, то все нормально. А потом и как бы это расхождение, чем дальше, тем оно будет больше. Вот. А в чем тут дело? Я как бы нарисовал тут поясняющую картинку. Вот что происходит, если мы оттачим наши деформирующие партиклы к основному телу, используя p-attach в relative режиме, relative mode. Как бы, то есть вот партикл, центр партикла, вот он, центр car body. Вот наш этот партикл. Мы его приоттачили, и как бы там происходит некий между степами некий alignment error. То есть он вроде небольшой по углу, но учитывая то, что расстояние между партиклом, который мы оттачим, и расстояние между партиклами, которые мы оттачим, оно велико, то этот очень-очень микроскопический alignment error, он приводит к достаточно большому position, ошибке по позишену. И, то есть я вот нарисовал, что как бы эти партиклы, они смещаются. И, собственно, чем больше вот это расстояние, тем больше ошибка по позишену. И, соответственно, какое решение? Решение надо уменьшить расстояние между партиклами, которые мы оттачим, насколько это вообще возможно, желательно свести к нулю. Как это сделать? Тут следующая картинка. Мы берем две группы партиклов. То есть написано, мы оттачиваем деформирующие партиклы к car body, используя еще одну particle group, которая приоттачена в абсолютном режиме. В абсолютном режиме никаких, то есть партиклы сидят эти как влитые относительно приоттаченного партикла, и ничего никуда не смещается. Соответственно, мы вот зеленым отмечены партиклы в абсолютном режиме, а синим, собственно, это relative mode. И я не знаю, насколько это заметно, но, собственно, вот он relative. То есть вот я показал связь между этими партиклами. Мы видим, что расстояние между партиклами, которые мы оттачим, оно очень маленькое. То есть не такое, как в предыдущем случае.
Собственно, давайте это сделаем. Давайте создадим, соответственно, две группы. Cardioform Relative и абсолютное значение. И, собственно, вот в этом первом мы давайте посылать их не в Cardioform, а в Cardioform Relative. Ну, потому что абсолютный Cardioform Absolute это вспомогательная группа, как бы она может не иметь шейпов и не использоваться в Vertex to Particle. А Relative, собственно, мы и будем как бы использовать. Ну, соответственно, все, что мы сделали, пусть будет тиксы, показывать меж, voxel grid, пусть будет 0. Абсолют, ну, как бы это абсолютно не важно, но ладно, пусть будет. Давайте создадим наши, как бы мы оператором Vertex to Particle создали эти относительные частицы relative, и давайте эти уже relative будут создавать абсолютные. Position born, particle, span, пусть будет вечность, speed 0, и, соответственно, нам нужно запомнить их как референс. Particle from, particle to. Вот так. Назовем это set car absolute born. То есть здесь мы родили эти абсолютные. Соответственно, теперь как бы тут нужно так. Сначала мы будем оттачить абсолютно, как бы мы оттачим абсолютные партиклы к телу машины. Потом мы берем... нет, прошу прощения, PPAS IB нам уже здесь не нужен. Вызываем референс. Вот. Ну, собственно, вот. То есть вот это, как бы, вот эти два оператора, это... Так, картинку я закрыл. Ну, соответственно, так как здесь мы берем... Так, господи, почему она все уезжает? Так как мы здесь берем абсолютные партиклы, соответственно, и p-attach должен быть абсолютный. А так как это relative партиклы, то p-attach должен быть relative. Ну, собственно, вот эти два p-attach. То есть, если посмотреть картинку, вот первый p-attach и вот второй p-attach. Давайте проиграем анимацию и будем скрестим пальцы, чтобы чудо произошло.
Ну, как-то все немножечко затормозилось. Кроме того, я вижу, что что-то тут не так происходит. Сейчас я остановлю. Окей, я сделал несколько ошибок. Во-первых, мы как бы сейчас разделили наши группы на relative и абсолютные, а shape мы задаем для общей группы, что, естественно, неправильно. Shape должен быть у relative particle. Это раз. Ошибка номер раз. Ошибка номер два. Я неправильно задал референс. Соответственно, relative должен быть particle from, particle to. Но это как бы такой классическая ошибка. Я постоянно путаюсь, если что-то не работает, я просто меняю все местами. Давайте посмотрим заново. Ну вот мы видим, ну как я и говорил, абсолютные партиклы, они остаются на месте. Давайте я выключу их отображение. Вот. Давайте. Но сейчас мы видим, что вот у нас здесь раньше вылезал корпус сзади. Теперь ничего не вылезает. И теперь все работает как надо. Надеюсь, я как-то понятно объяснил этот принцип с промежуточной группой партиклов. На самом деле был очень рад, когда я до этого додумался. Вот потому что я никак не мог победить то, что партиклы при attachем в relative mode, он почему-то смещается из-за вот этой кумулятивной substep ошибки. Ну, собственно, с деформацией все. И последнее. Естественно, как бы мы видим, что деформация vertex to particle очень грубая получается, и нам нужно ее сгладить. Ее сгладить я, собственно, здесь у меня есть слой, называется Car Body Skin. Собственно, это высокополигональная модель машины, ну условно высокополигональная, она как бы такая не супер. Вот. И как бы я использую модификатор SkinWrap, чтобы прискинить ее к нашему vertex to particle объекту. Давайте попробуем его пикнуть. Ну и сверху еще я вешаю на все это дело турбосмус. Да, вот он пикнулся. Так. Ну давайте спрячем vertex to particle и посмотрим, как выглядит деформация, собственно, на хайполе, так сказать, объекте. Ну, естественно, Карлоу можно скрыть, потому что он не используется для рендера. Но мы видим, что вполне себе такая смешная деформация имеет место быть. Ну, собственно, все. Про деформацию все. Как бы, надеюсь, я понятно как-то объяснил. И про разбивание стекол это будет уже в следующем туториале.